Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марсенкевич. И сегодня мы продолжим наше размышление вдвоем с главным редактором портала «Нефтекапитал» Владимиром Владимировичем Бобылевым о том, что же нам рассказал Дональд Трамп. Нефтяную составляющую мы разобрали. Попробуем. Газ как бы это не нефтекапитал, но если идти через нефтяной эквивалент, то где-то очень близко. Где-то рядом. Где-то рядышком. Понятно, что вернуть торговый баланс в состояние равновесия за счет нефти, нефтепродуктов, угля не получается. Остается попробовать поразмышлять. Может быть, Дональд Трамп видит, как это можно сделать за счет сжиженного природного газа. Требование покупать американские СПГ и покупать побольше, и тогда все придет в равновесие. Реально это или нет? Я напомню, что в 2022 году Еврокомиссия такое вот соглашение предложила всем, что в 2027 году Евросоюз отказывается от всех энергетических ресурсов российского происхождения. От угля, от нефти, нефтепродуктов и от природного газа в том числе. И исходили они, насколько я понимаю, тогда из того, что как раз в 2027 году ожидается одновременный старт огромного проекта в Катаре. С 77 миллионов тонн СПГ переходит сразу на 130. Действительно большой проект. И целый букет всевозможных СПГ-проектов должен был состояться в Соединенных Штатах. Может быть, вот здесь как-то излишки американского газа. В Америке же много лишнего газа. Давайте посмотрим на ситуацию с двух сторон. Есть продавец и есть покупатель. Есть еще добытчик. Есть добытчик, совершенно верно. Так вот, посмотрим на ситуацию со стороны покупателя. Да, действительно, Европа нуждается в энергоресурсах, особенно в условиях, когда она отказывается от российского газа. Но тут возникает вопрос, а насколько сильно она нуждается в этих самых ресурсах и насколько велик дефицит. Напомню, что за время героической борьбы с тоталитарным российским газом Европа в этой борьбе понесла серьезные потери, лишившись достаточно существенной части своей промышленности. Напомню, что в Европе и, в частности, в промышленной Германии, которая всегда была неким локомотивом Европейского Союза, позакрывался целый ряд крупных промышленных предприятий, которые, собственно, и были основными потребителями этого самого газа. Если смотреть на статистику, то объем спроса на природный газ в Европе с 21 по 24 год, там итоги еще до конца не подведены, но так или иначе потеряли порядка 110 миллиардов кубометров. Совершенно верно. Этот газ просто ушел с рынка за ненадобность. Да, получилось так, что Россия поставляла в Европу более 150 миллиардов кубометров, и сейчас из этих примерно 150, 110 оказались не нужны, потому что его никто не потребляет. То есть это не замещение российского газа, это просто отказ от газа? Просто потеря потребителей, которые его покупали, тратили и так далее. Интересный способ отказаться от российского газа. То есть мы не просто откажемся от российского газа, заменив его на что-то, а мы просто уничтожим потребителей, которые его потребляли. Собственно говоря, проблема решена. Кто у нас остается из потребителей в Европе? У нас остаются, какая-то промышленность там еще осталась, энергетика осталась газовая, и остались частные потребители, которые, собственно говоря, так себе потребители, потому что для них покупать газ по тем ценам, которые сложились даже к настоящему моменту. Мы не будем вспоминать те пики газовых цен, когда газ в Европе достигал $3000 за 1000 кубометров. То есть это вообще просто шок-контент. Сейчас газ стоит в районе 500, но это все равно дорого, поэтому получается, что европейские правительства вынуждены залезать в кошелек и оплачивать частным потребителям часть этого самого газа, потому что иначе они не потянут. Таким образом, получается, что вместо рынка, где за газ платили, его потребляли, была какая-то эта газовая движуха, купили, продали, из этого газа произвели энергию, какие-то там продукты высокого передела, какую-то продукцию. То есть сейчас получается, что этот газ... Там же и лаки, и краски, и всевозможные удобрения шли азотные, и как-то... Да, например, отрасль производства азотных удобрений в Германии практически умерла. Ее почти нет.
Это при том, что там на минуточку дотационное сельское хозяйство, которого нужно как-то снабжать удобрениями, опять же, это как-то финансировать и так далее. Вот все это рухнуло. Так что, в общем, Европе вот так много газа, как раньше, уже не нужно. То есть я так понимаю, что вот мое мнение, которое я регулярно высказываю, меня, по-моему, уже и ругают за него, интерес к европейскому газовому рынку для меня совершенно непонятен. Это падающий рынок, на котором с каждым годом потребление все меньше, но мы по-прежнему весь наш информационный шум, а как там, сколько газов в ПХГ, а кто, кому, как, что, как там на TTF. С академической точки зрения это, наверное, продолжает быть интересным, потому что какие-то остатки былого газового там, могущества и роскоши там еще остались. Вот опять же, да, цены на TTF, на хабе там, нидерландском, где определяется цена на газ в Европе, это все еще важно. А что касается перспектив газового рынка Европы, то они уже кажутся сомнительными. Соответственно, с точки зрения потребления, ну, Европа как рынок уже не очень интересна. Ну да, тем более, что европейские бизнесмены, там же дело даже не только в том, что растет цена. Переход на электроэнергию за счет ВИИ приводит к тому, что цена колеблется от отрицательной до $9 за киловатт-час. А вот здесь уже плачут, кстати, инвесторы в энергетический рынок, которые говорят: товарищи, извините, господа уважаемые, а как мы можем инвестировать в отрасль, где цены скачут от там, $200 за киловатт, потому что ветряки не крутятся, солнце не светит и потребление растет, а производство рухнуло, а потом вдруг все закрутилось, солнце засветило и произошел пик перепроизводства, когда энергия начинает стоить минус там, 5 евро за киловатт. Ну, как можно в это инвестировать? И при этом европейский бизнес, который занят в реальном секторе, он видит вот все эти бесконечные колебания, полнейшая, как это сейчас говорят, волатильность. Средние цены на природный газ в районе 500, там летом было чуть дешевле, а по ту сторону Атлантики есть стабильная цена в районе $100 за 1000 кубометров. Никаких колебаний, никакого увлечения ветряками, отрицательных, положительных цен. Понятно, что переезд реального сектора – это не щелчок мышкой на компьютере процесс, но процесс пошел. Ну, процесс пошел. Более того, этому, собственно, помогли сами Штаты, которые приняли у себя закон о борьбе с инфляцией. Здесь главное не слово «инфляция», а главное то, что предоставляет этот закон. А этот закон предоставляет субсидии и государственную поддержку для компаний, которые занимаются развитием, там, повышения энергоэффективности, различных там зеленых производств и так далее, и так далее. И плюс ко всему он еще дает определенные преференции для компаний из-за рубежа, которые приезжают в Штаты для того, чтобы заняться этими проектами. И, соответственно, целый ряд компаний европейских сказал: что-то у вас тут как-то электричество дорогое, а поедем-ка мы лучше туда, где оно подешевле. Пересчитаем свой производственный процесс, посмотрим, что к чему. Я чем занимался? Я производил в Германии автомобили, которые продавал в Соединенные Штаты. Почему мне не производить автомобили прямо в Соединенных Штатах, никуда ничего не возить, пошлин нет, на энергоносители стабильные, на сталь и на все остальное тоже стабильные. Ну, тем более сам Трамп говорил о том, что Германия плохая, она производит гнусные европейские автомобили, которые мы у себя принять не можем, а давайте-ка введем на них пошлины. Ну, Volkswagen подумал, сказал: а не открыть ли нам производство в Штатах? А потом подумал, он сказал: не закрыть ли нам его уже в Германии? То есть, в принципе, вот этот вот некий германский символ Volkswagen вдруг перестал быть германским. Он то китайскими местами, то местами американскими. Ну, потому что так выгоднее, их можно понять. Почему вот этот процесс, который в промышленности, в реальном секторе экономики Европы, он начался, его так просто уже не остановишь. Действительно, ищут юрисдикции, ищут рынки, которые более интересны. Да, хорошо, население Европы 400 миллионов человек. В Штатах 350, зато никто никуда ничего не возит, нет пошлин, стабильные цены на энергоносители, на металлы, на пластик, на все что угодно. Плюс субсидии, плюс газ стоит $100 за 1000 кубометров. Поди плохо. Ну, или Китай. Китай. 1,5 миллиарда рынок, платежеспособность растет, цены, да, не сказать, что ниже, чем в Соединенных Штатах, зато они стабильны, они предсказуемы, можно бизнес-процесс рассчитать. То есть процесс потихонечку идет. И, соответственно, говорить о том, что спрос на газ резко восстановится. С чего вдруг? Ну, а теперь посмотрим на ситуацию с точки зрения производителя и продавца.
Да, действительно, Европа в существенной степени кормится американским газом. Это правда. Потому что в Штатах объемы добычи велики, количество терминалов по сжижению также достаточно велико. Флот работает, газовозы ходят, газ едет в Европу. Но тут тоже есть нюансы. Без нюансов никак нельзя. Объем добычи в Соединенных Штатах вырос до 1 триллиона. Часть газа уходит в Мексику по трубопроводам, там не один, по-моему, даже. Часть идет на внутренний спрос. Здесь добавлю, ключевая цена в $100, она очень устраивает внутренних потребителей, потому что, опять же, Штаты по балансу газовому, в принципе, не то чтобы в дефиците, но определенные запасы на экспорт есть, но дальше для того, чтобы продолжать экспорт, нужно расширяться, потому что, опять же, потребление газа в Штатах постоянно растет. И этому способствует в том числе развитие технологий искусственного интеллекта, центров обработки данных. Они потребляют колоссальнейшее количество энергии. И более того, для них требуется стабильность потребления. А стабильность потребления – это никак не ВИА. Это либо газ, либо АЭС. При Байдене очень активно шла программа замещения угольных электростанций газовыми. И угольная отрасль в Соединенных Штатах, если не в таком же состоянии, как в России, но ближе туда, закрыли угольную электростанцию, поставили газовую, спрос на газ растет. Если выйти из этого баланса, порядка триллиона добываем, порядка триллиона потребляем, тот излишек, который сейчас есть, он идет на СПГ-заводы. Совершенно верно. И вот более-менее полный баланс. Хотя, когда был кризис 2021-2022 года, наиболее такой острой фазой европейского, прежде всего, газового кризиса, большие объемы газа стали уходить, и стали расти цены внутри Соединенных Штатов. Что внутреннему рынку совсем не понравилось. А что будет, если будут реализованы все те проекты, которые заявлены? Если смотреть на все, что у них сейчас есть в работе, то там, простите, дополнительные 200 миллионов тонн, что в пересчете на газ в обычном состоянии порядка 250-300 миллиардов кубометров будет уходить за рубеж. Да, другое дело, что здесь ключевой вопрос «когда?». Потому что, естественно, завод построить или расширить – это процесс достаточно длительный. Необходимо разработать проект, получить на него финансирование, договорившись с банками, которые пока еще не совсем отошли от зеленого угара и с трудом идут на финансирование проектов, связанных с производством ископаемого топлива. Хорошо, предположим, эту проблему преодолели. Дальше, соответственно, вопрос строительства, запуска, подписания контрактов. То есть это все мероприятия на годы. 27-й, 28-й, 29-й, а там уже и 30-й наш любимый, которым мы все меряем, не за горами. Опять же, важный фактор по поводу покупки газа надо договориться. А в отличие от трубопроводного газа, который имеет некоторую стабильность на века, то есть построили трубу, на одном конце сидит покупатель, на другом продавец, они друг от друга особо никуда не денутся, соответственно, они подписывают соглашение о поставках на ближайшие 150 лет по определенной цене. Стабильность – признак пока мастерства. Пока пьяный украинский водолаз не упадет нечаянно с борта. Да. Вот Эти факторы никто не учитывал, когда строили Северный поток, поэтому уж извините. А что касается СПГ, собственно, СПГ, он в данном случае ведет себя с точки зрения транспорта и рынка примерно как нефть. Европа, вам нужен газ? Прекрасно. Почему у вас там на ТТФ вашем 500, да? А вот, например, в Японии берет по 700. Извините, для вас газа нет. Это да. И вот если мы говорим о крупных производителях, есть модель Катара, есть модель Соединенных Штатов. В Катаре все совершенно линейно. Нефтяная привязка, долгосрочные контракты, собственно, флот танкеров-газовозов. Если контракт подписан, то там должна быть указана в обязательном порядке точка поставки или несколько точек. То есть, если, допустим, подписали с той или иной страной, вот наши регистрационные терминалы, вот сюда мы привозим. Катар это делает совершенно умышленно, потому что он прекрасно понимает, что единого газового рынка мирового нет. Цены в Юго-Восточной Азии и в Европе всегда отличаются. Если выгоднее вести в Юго-Восточную Азию, есть долгосрочные контракты с европейскими компаниями, они не отдадут в чужой танкер-газовоз свой СПГ, опасаясь того, что по
контракт купил, а потом отвез в Юго-Восточную Азию и поломал мне всю игру. Если уж ты со мной контракт подписал, покажи, где регистрационный терминал, я на своем танкере-газовозе привезу и залью. И никаких вариантов. В Соединенных Штатах все выглядит иначе. Там право собственности на конечную продукцию, на СПГ, переходит в тот момент, когда эта жидкость образовалась. Все. Если есть возможность поставить танкер-газовоз сразу под загрузку, хорошо. Если нет дополнительных контрактов в наших криогенных емкостях похоронишь, когда надо, перельешь. Никакой привязки к тому, куда ты обязан поставить это СПГ, нет. Поэтому я напомню ситуацию как раз упомянутого вами газового кризиса в Европе, когда газовозы по несколько раз меняли пункт назначения, потому что цены были настолько волатильные, что интереснее было везти то в Азию, то в Европу. Это один момент. Второй момент – это то, как организован газовый рынок в самих Соединенных Штатах. Если компания владеет СПГ, это не значит, что она вольна определять себе производственный цикл, объемы и так далее, и так далее. Так называемая толлинговая схема, то есть, грубо говоря, если вы хотите получить СПГ, произведенный в США, вы подписываете договор аренды на оборудование, закупаете газ в обычном состоянии, поставляете на завод, включаете вами арендованные линии, причем за аренду надо дать задаток, и если вы ничего не будете делать, задаток не возвращается. То есть, с одной стороны, компания-владельцы СПГ на территории США ничем не рискуют. Банки, которые их финансировали, знают, что они выполняют свою функцию, они сжижают газ, больше ничего не делают. Они не рискуют попасть в волатильность цен в самих Соединенных Штатах. Зимой дороже, летом дешевле, большой спрос, низкий спрос, высокая цена, низкая цена, рискует покупатель. Завод работает только на сжижение, при этом компания-владелец не попадает в волатильность цен на конечных точках маршрута. Пока танкер шел через Атлантику, в Европе потеплело, цены упали, но это не интересует компанию, которая владеет заводом. Она получила деньги за то, что она делает. Банк видит стабильный финансовый поток, знает, что кредит будет возвращен, все в полном порядке. Если мы посмотрим на статистику, которую ведет Управление информации, так, по-моему, или агентство по информации при Министерстве энергетики США, они там фиксируют каждую отгрузку СПГ, видна статистика, кто больше всего покупает. Покупатель на первом месте Total Energy, Франция, второе место BP, англо-голландское, третье место Shell, ну и так далее, и так далее. То есть говорить о том, что Америка продает газ Европе, но это неправда. Она продает компаниям. И компания, купившая тот же Total, тот же Shell, волен вести туда, куда он хочет. Вот американским компаниям, владеющим СПГ-заводами, никакого дела нет. Мы перелили, вы с нами рассчитались, вы отошли там на 30 миль от берега и слили это в океан. Это ваша проблема. Вы повезли в Мексику, потому что цены так сложились, у вас короткий рейс, вам тут через Мексиканский залив быстро, ваши проблемы. Решили везти в Европу, молодцы, в Африку, там, в Азию, да, платите куда хотите. деньги, да, а все остальное нас не интересует. Если говорить о том, что, как можно привязать Европу к американским производителям, на место Трампа пытаюсь себя поставить, закупайте. Даже если он под новые проекты каким-то образом будет стимулировать европейские компании на долгосрочные контракты на 10 лет вперед и так далее, это не значит, что компании европейские, купив этот СПГ привезут в Европу. Ну и, кстати, американские продавцы очень упираются и едут на пятках и категорически не хотят заключать долгосрочные контракты, потому что на споте торговать интереснее. Ну и так далее. То есть тут вариант есть. Если действительно европейские крупные компании начнут покупать СПГ, производимый в Соединенных Штатах, может быть, баланс там изменится, если смотреть на общий баланс. А вот куда пойдет при этом американский СПГ, это уже совсем другой вопрос. Ну, а, собственно, в Азии потребление газа растет, потому что экономики развиваются, они требуют все больше энергии, а энергия в основном это все-таки газовое производство. Да, конечно, в Китае сохраняется большое количество угольных электростанций. Да, та же самая ситуация в Индии. Но так или иначе, когда-то баланс все равно будет меняться, потому что мы все понимаем, что уголь, топливо достаточно архаичное, да, дешевое, но крайне неэкологично, и даже те страны, которым раньше на это было наплевать, теперь всерьез задумываются об экологии, потому что думать о будущих поколениях становится модным.
Ну, про уголь мы тоже можем отдельно поговорить. Я придерживаюсь мнения, что уголь – это топливо 19 века, 20 века, 21 века, 22 века. Не надо меня останавливать, то я могу долго еще продолжать. Никуда мы от угля не денемся, а если он грязный и сильно дымит, так надо технологии немножечко поменять, тогда и дыма не будет, и зола будет перерабатываться. Отдельная какая-то тема для разговора. Я надеюсь, что вы к нам будете заглядывать, и мы продолжим. Спасибо. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.